Всем привет! Сегодня поговорим о глобальном, а именно о крыше салона. Начнем поэтапно откручивать элементы, которые держат крышу салона. В результате мы ее снимем. В частности, я буду снимать ее для виброшумоизоляции. Не знаю, кто будет делать. Снимайте, может быть, кому-то надо постирать, либо обшить, еще что-то. Итак, значит, что у нас держит крышу салона? Передний плафон, средний плафон и вот там в багажнике задний плафон. Затем вот эта ручка и козырьки. Ну и, соответственно, стойки кузова передние, средние и вот та вот задняя накладка. Так, начнем поэтапно с переднего плафона. Итак, плафон, то есть вот так вот он у нас нажимается. То есть у него ножки, ну, грубо говоря, ось проходит вот здесь. Вот ее видно. Поэтому мы аккуратненько вот таким вот образом. Вот так вот она выглядит. То есть вот здесь, скажем, оси направляющие, которые держат вот раз и два. Я обычно разжимаю здесь и второй свободной рукой, которая у меня не снимает обычно, я все это дело снимаю. Так, сейчас сниму вторую и покажу, что дальше. Сняли вторую часть и видим здесь два винта. Раз и два. Сейчас их будем откручивать, и плафон должен оказаться у нас в руках. Все, два винта мы открутили, достаем плафон. Здесь видим одну фишку. Массой у нас является кузов. Фишку отсоединили, все, плафон у нас в руках, даже не надо вынимать лампы. Отлично, очень удобно. Спасибо инженерам. Так, следующий этап у нас будет ручка. Итак, ручка. Вот здесь мы видим заглушки, которые мы сейчас антивандальным съемником так, одной рукой не получается. Сейчас я сниму и посмотрим, что у нас под заглушкой. А вот на данном этапе инженерам Honda большое не спасибо. То есть ручки крепятся здесь за металлические клипсы, которые, как я понимаю, держатся за крышу. Ручка держится, получается, у нас вот на этих вот скобах. Вот, а чтобы она у нас не отпадывала, ее держат вот такие вот расклинивающие заглушки. То есть вытащить такую заглушку я потратил больше времени, чем, наверное, если бы снимал два передних фонаря. То есть заглушку надо чем-то подцепить. С одной стороны ее тащить силой на себя. Она довольно эластичная, ну с учетом, что у нас большая плюсовая температура. Тащить на себя одну сторону, она выскочит. Все, дальше уже вторую не проблема. То есть они очень сильно расклинены. И подцепляя равномерно левую и правую части, вытащить ее просто невозможно. То есть тянем за одну часть очень сильно, она выходит из пазов. Только после этого мы сможем снять вторую. Вот такого я еще не видел. Вот тут, соответственно, надо тоже орудовать двумя руками. Но, в общем, смысл понятен. То есть отцепляем вот эти вот зацепы, ручка у нас снимается, все. Этап следующий. Средний фонарь.
Так, где у нас потоньше съемник? Я подцепляю его вот здесь обычно сзади. Так, может быть вот этот потоньше. Так. Вот, все. То есть достаточно его просто расклинить. И вот эти вот ножки, которые, заметьте, у меня присутствуют, они не поврежденные. Они расклиниваются и выпадают. Все, сейчас по той же схеме, как и с передним фонарем, откручиваем вот эти винты. И посмотрим, плафон должен оказаться у нас тоже в руках. Все, винты открутили. Плафон оказался у нас тоже в руках. Сейчас вот этот отщелкнем разъем и освободим здесь проводку, и все, этот фонарь у нас будет готов. Следующий этап. Чтобы нам потом снять крышу, ее держит в том числе накладка средней стойки. Передние накладки передних стоек снимаются проще всего, а вот с задними и со средними есть проблемы. Вот пробно я снял одну заглушку. Под ней у нас все выглядит вот таким образом. То есть это было сделано для того, чтобы мы могли открутить вот этот болт, убрать ремень, затем вот таким вот образом разделить эти две части, верхнюю и нижнюю. И вот это держится на клипсах, мы ее потом сдернем. Но первым делом нам нужно освободить ремень. Вот таким вот образом накладка здесь стояла. Вот она оделась. То есть сейчас при вас попробую ее еще раз снять. Покажу, в чем загвоздка. То есть хватаем ее за низ. Другой рукой прожимаем кнопки. И вот так вот на себя. Так, сейчас еще раз. Оп. Тащим, чтобы у ней вот эти вот боковые пазы освободились. Дальше ее надо двигать вверх. То есть после того, как у нас оба паза освободились, мы ее двигаем вверх. Сейчас одной рукой очень неудобно. Вот так вот. То есть она сидит вот этой вот штукой вот здесь. То есть мы ее вот так вот аккуратненько вот этим пазом надеваем. Все. И вот эти заглушки по бокам, носики, которые у нас там торчат, вот так вот раз и все. Довольно хитрая конструкция. То есть сначала выдергиваем на себя, ну придавив кнопки обязательно, потому что кнопки здесь выходят за контур, они мешают. Вот они. Раз и два. Все, мы дергаем на себя и вверх, чтобы освободить вот этот паз. Все, и конструкция у нас в руках. В общем, не так сложно, как первый раз казалось. Все, дальше, как я и говорил, ну это у меня не следующий этап работы, но он все равно будет. Это мы откручиваем ремень. Еще раз повторяю, расщелкиваем накладки и снимаем верхнюю. Вот у нас фонарь багажника. Предполагаю, что он у нас снимается по аналогии, как и средний фонарь, да. Так вот у нас чуть-чуть расклинилось. Вот таким образом. Тоже видим здесь крепеж. Сейчас мы его открутим, и я думаю, он окажется у нас в руках. Возможно, это проще делать не вот так вот на ощупь с заднего сиденья, а как раз из самого багажника.
Да, фонарь у нас снялся точно так же по аналогии с фонарем средним. Дальше, для того, чтобы нам впоследствии снять вот эти вот задние накладки, которые держат тоже потолок, нам нужно будет здесь тоже освободить ремни. Здесь вот есть такие замечательные заглушки на болтах. Вот. Тоже антивандальным съемником снимает. Сейчас покажу, как они держатся. Все, вот это, наверное, самое простое. Все, дальше мы потом открутим вот этот болт, берем ремень. И вот эта вся часть, она у нас на таких же клипсах, как и накладки дверей. И мы будем вот так вот это все дело отдирать. Опять тоже отделим нижнюю черную часть от верхней для начала. Потом выдерем вот эту вот часть. Все, сзади у нас ручек нет. Дальше нам остаются козырьки. И, собственно, сами накладки стоят. И все, крыша будет разобрана. Сейчас будем снимать вот эти вот накладки передних стоек. Я их обычно снимаю вот так. Подцепляю здесь аккуратно пальцами и начинаю вырывать. Они все крепятся вот на клипсах. Оп. И вот так вот вверх. Все. Вот, пожалуйста, 3 клипса. Дальше нам нужно освободить вот здесь вот проводку, потому что есть у меня подозрение, да, вот я сейчас пальцем попробовал, оно оправдалось, что у нас вот эта проводка по правой стойке, так же как и по левой, она у нас примотана скотчем к потолку. Если мы будем снимать потолок, вся эта проводка у нас потянется за ним. То есть надо вот здесь вот по максимуму освободить, чтобы была возможность потолок хоть на небольшую высоту опустить, хотя бы на подголовник его положить, и отцепить скотч от самой обивки. Поэтому сейчас будем вот здесь вот освобождать вот эти клипсы. Видимо, надо взять съемники и высвободим проводку. Точно так же надо сделать и с левой стороны. Вот на таких вот клипсах все у нас держится, обе стороны. Цепил 3 с этой стороны, 3 с той. Следующие у нас идут козырьки. Значит, вот здесь мы видим одно отверстие, здесь мы видим второе отверстие. То есть туда просовываем либо антивандальный съемник, либо отвертку. Отцепляем с одной стороны. Важно его зафиксировать в открытом положении. И засовываем также съемник с другой стороны. Вот так вот. Так как одной рукой это делать неудобно, поэтому он у меня вот так вот все. То есть система его удержания такая. То есть здесь у нас в потолке обычное металлическое отверстие. И вот этими вот зацепами слева и справа он держится в этом металлическом отверстии. То есть вы должны нажать одну сторону, она у вас отпустит. Нажать вторую сторону, она у вас отпустит. И потом его аккуратно оттуда выдернуть. Вот такие вот крепежи, которые его держат только по бокам в районе вот этих отверстий. Хотелось бы верить, что козырьки это самое геморройное, что нужно снимать для того, чтобы освободить накладку крыши. Я очень надеюсь, что это самый геморройный момент. Потому что это, во-первых, квест, а во-вторых, он еще и трудновыполнимый. Вот
такую форму имеет отверстие на потолке. Вот так, соответственно, у нас это все ставится внутрь, образуя вот такой вот треугольник, чтобы он у нас влез в отверстие крыши. То есть строго как-то, не знаю, вот так, наверное, да. Он туда входит. Но самое главное, как его снимать. Почему-то со стороны стекла, со стороны лобового стекла, и там есть вот такое вот отверстие. То есть он вот так вот у нас стоял. И вот со стороны лобового стекла у нас есть вот такое отверстие на левом и правом козырьке. Сюда мы должны шлицевой отверткой нажать. Козырек при этом должен у нас находиться вот в таком положении. То есть мы нажимаем в это отверстие, там язычок есть, отверткой. Удерживаем там пластик, который мы нажали. И проворачиваем всю эту конструкцию в сторону проема двери. Дальше перехватываемся отверткой внутри этого отверстия за другую часть пластика. Возвращаем козырек в эту сторону и опять проворачиваем его в сторону двери. Таким образом, здесь вот это все прокручивается внутри. И через несколько оборотов все это освобождается. Итак, открутили мы ремни безопасности. 4 штуки. Вот, и теперь, как я уже говорил, будем разделять черную и светлую часть. Для этого нам нужно снять резинки. Вот таким вот образом высвободить накладку. То есть вверху она крепится на вот этой штуке, внизу она вот тут в этот паз встает. И вверху за крышу она вот так зацеплена. То есть мы поддергиваем снизу и вытаскиваем вот так вот из крыши вниз. Все. Эта проводка не штатная, это моя камера заднего вида не штатная. Все, среднюю стойку освободили, переднюю мы с вами освободили. Теперь останется вот тут. И самая глобальная работа это у нас будет сзади. Нам также надо будет разделить светлую и темную части и выдернуть вот эту обшивку на себя. Она крепится на нескольких клипсах. Так, багажник. Берем антивандальный съемник. Подцепляем нижнюю часть и тащим, сложив сиденье вот так вот по всей длине. Здесь у нас клипсы. Все, сейчас наша задача будет отдергивать. Наверное, будет отсюда удобнее. Вот эту светлую часть. Так, полетели клипсы. Ну, в общем, смысл, я надеюсь, вам понятен. Отдергиваем ее, она вся на клипсах. И смотрим, что будет дальше. Все, верхние обивочки мы сняли. Что мы здесь видим? Вот эти вот штуки у нас на клипсах зеленых. Зеленые клипсы. И вот зеленая клипса. Ну, опять же, плафон. Сейчас я его выключу. Была необходимость с момента, видео снимается за несколько дней, и пришлось его поставить обратно. Были у нас кое-какие дела походные, когда фонарь был нужен. Поэтому сейчас его второй раз сниму и продолжим. Как я и предполагал, вот у нас проводочка висит вся на скотче вдоль всей крыши.
Впереди тоже. Сейчас будем ее аккуратненько обстригать без повреждений, и крыша у нас опадет на подголовник. Вот такие следы у нас остались после того, как мы высвободили проводку. Вот у нас вся проводочка. Слева и справа вот там болтается. Ее я потом посмотрю, скорее всего приклею к шумовиброизоляции потолка, чтобы здесь она не была. Все. Все фишечки я пометил. То есть, не знаю, нацарапал вот тут ЗФ задний фонарь, там СФ средний фонарь и ПФ передний фонарь. В общем-то, вот. Сейчас буду вот эту штуку высвобождать и доставать крышу. Откручиваем 4 винта по периметру. Снимаем вот эту черную накладку. Конструкция у нас разъединяется, и серую штуку мы проталкиваем вот сюда наружу. Все, в общем-то, готово. Сейчас нужно обязательно помыть руки и только чистыми руками вытаскивать обивку из автомобиля. Иначе большая вероятность, что вы ее заляпаете. Обязательно мыть руки.